Рада сегодняшней встрече, Галина, мне 77 лет. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Прошла УЗИ брюшной полости и вот такое заключение. Диффузные изменения в паренхиме печени, деформации застойная желчь, полости пузыря желчного. Эко-признаки хронического панкреатита, щитовидная железа, узловое образование правой доли с кальцинацией и правом легком у меня с детства кальцинированный участок есть. Киста обоих долей железы щитовидной. Пожалуйста, что принимать и как и с препаратов ТФ. Первое, что необходимо сделать, это перейти на диету с уменьшенным количеством употребления глюкозы. То есть максимально снизить количество употребляемой глюкозы. Только на ночь. Второе. Для того, чтобы убрать застой в желчном пузыре, применяйте вот такой вот мягкий метод. Я его очень советую делать всем. Это растворяет камни, размягчает камни в желчном пузыре. Но сразу же хочу сказать вам, делайте это в мягкой форме. Вам для этого понадобится сок грейпфрута, а также оливковое масло. Возьмите оливковое масло и сок грейпфрута, смешайте напополам между собой. Принимайте по чайной ложке до 30 раз в день в разное время. Это размягчит камни в желчном пузыре, уберет застой желчи и полностью выведет в дальнейшем. Второй способ использования препарата Ликолила по одной таблетке 6-9 раз в день. Третье. Устранить камни в желчном пузыре поможет использование моей горечи, которая называется горечи Дуйко. 1 чайная ложка на стакан воды, выпивать такой стакан воды по чуть-чуть на протяжении дня. Убрать камни из почек. У нас есть препарат, называется Ревилака, принимать по одной таблетке 3-4 раза в день. Уролиз и манкулит уберет оксалатное и уратное новообразование по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Также метикс поможет убрать оксалаты. 1 чайная ложка на стакан воды, можно не выпивать весь стакан, тоже на протяжении дня. Народные способы: берется кедровый орех, в ступке или в кофемолке перемалывается, заливается холодной водой, взбалтывается, появляющееся молочко выпивается. 1, 2, 3 стакана такого молочка, как ни странно, великолепно и очень так эффектно устраняют камни любого происхождения из почек. Великолепный метод такой. Также, по моему мнению, сок лимона или лайма, 1 столовая ложка на стакан воды горячий, может помочь избавиться от камней в мочевом пузыре, в почках. Вообще очень нравится мне лимона, сока лечения, то есть берется сок лимона и человек начинает его принимать. Обычно принимают его с горячей или очень такой теплой водой. Обычно 1 столовая ложка на 1 стакан воды. Принимается 1, 2, 3 или даже 4 раза. Что можно этим устранить? Убираются камни в мочевом пузыре, камни в желчном пузыре, камни в почках, камни в предстательной железе и так далее. Великолепный метод такой. Вообще очень много есть таких вот методов. Есть еще, допустим, метод такой: берется скорлупа из инкубатора, покупается скорлупа, яичная скорлупа от вылупившихся птенцов, после чего делается из этого всего порошок и растворяется в винном уксусе, а еще лучше в вине. В винном уксусе растворяют эту скорлупу, а потом добавляют в вино, исходя 1 столовая ложка такого раствора на 1 стакан вина кислого, натурального. И принимает человек в день по 1 столовой ложке 4, 5, 6 раз. Это растворяет камни в почках, устраняет камни в желчном пузыре. Народный способ. Всем пусть на радость.